Ты искал ответы в книгах, в людях, в бесконечной суете, но однажды ты понял, они не снаружи. Где-то под солнцем Индии, в тени священных деревьев и храмов, ты входишь в пространство, где все по-другому. Здесь собираются те, кто готов услышать истину. Сатсанг, молчание между словами, вопрос сильнее крика, ответ глубже логики. Огонь на церемониях очищает не тело, душу. Звук мантры проникает сквозь время. Ты не просто наблюдаешь, ты растворяешься. И вдруг что-то происходит. Ты видишь боль и позволяешь ей уйти. Ты слышишь свой вопрос и впервые не боишься ответа. Это не поездка, это возвращение к себе, к настоящему, к живому. Это второй сезон ретрита в Индии. Ответь. Ты готов услышать тишину? Ну что ж, вот и наступил долгожданный первый день нашего ретрита. День, с которого начинается наше увлекательное путешествие. Сегодня мы пригласили их в это пространство с любовью и заботой. Теплые взгляды, объятия, улыбки. Каждому здесь дали почувствовать. Тебя ждали, тебе рады. Здесь ты дома. Боже, через что вы прошли, чтобы сюда приехать? Добралась. Ты представляешь, сколько мы с тобой всего прошли, да? Я вам так скажу, что это место, куда мы с вами едем, оно делает все само. Неважно, что мы будем делать, неважно, как мы будем делать. Это место абсолютно волшебное, и оно все сделает само. Вот то, что нужно, оно от вас заберет. То, что нужно, оно отберет просто у вас, если вы будете за это держаться. Но это все будет для вас красиво, мягко, гармонично. И то, что вам нужно, оно вам даст. Это место уже знает, что вам нужно и что вы лишнего привезли с собой. Поэтому здесь случится абсолютно все для вас, и вот оно случится само. Но параллельно мы, конечно, будем заниматься какими-то очень интересными вещами. Чтобы это еще и было не просто оно случилось само собой, а чтобы это было так, вот как должно быть, чтобы, знаете, под интерес. Так что идите все сюда. Бегом, 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 Это будет очень классно, и это будет очень-очень весело. Так, сейчас мы с вами едем не просто куда-то. Сейчас мы с вами возвращаемся домой. И в этом месте есть ваши энергии. Вы когда-то были в этом месте. Вы здесь не случайные пассажиры в этом автобусе. Вы здесь именно те, кто и должен был сюда приехать именно на это событие этого места. Буквально через несколько часов это место оживет и начнет дышать. Не когда-то, не кто-то, не где-то, а именно вы будете свидетелями этого события. Именно вы все должны были привнести сюда частицу своей собственной энергии для того, чтобы это место начало дышать. Как только лингам встанет на свой пьедестал в большом этом храме, это место оживет. Самые счастливые сегодня люди. Здесь наша любимая, дорогая Юлечка.
Дорогие друзья, вы только посмотрите, с каким теплом и радушием встречает наших гостей. Здесь каждый приезд – это целое событие, настоящий праздник души. С самого порога звуки живой музыки, раздающиеся из традиционных индийских инструментов – табла, шинай, дхол. Все это сливается в торжественную, мелодичную симфонию, которая будто бы сама приветствует каждого гостя. Это не просто оркестр, это дыхание культуры, это сердце Индии, бьющееся в ритме древних традиций. Не случайно существует древняя пословица «Атити Дева Бхава» – «Гость есть Бог». Именно поэтому каждый, кто ступает на эту землю, окружен искренним вниманием, уважением и заботой. Такова Индия – страна, где древность встречается с настоящим, где душа народа поет в каждом жесте, в каждом цветке, в каждом звуке. И когда ты находишься среди всего этого, понимаешь, ты не просто в гостях, ты дома. Друзья мои, это огромное количество человек. Они приехали сюда не просто так. Шива каждого из них выбрал, он каждого из них отобрал для того, чтобы здесь они оказались, потому что сейчас у нас не просто ретрит, сейчас у нас запуск этого места, энергетически сильного пространства, самого сильного места в мире. Здесь собрано 12 энергетических пространств, 12 самых сильных точек планеты собраны здесь. И вот буквально через 2 дня это место запустится, это место начнет дышать. И дышать оно начнет не просто так. Дышать оно начнет, потому что все приезжие сюда, все, кто сейчас здесь, сделают единомоментно один одновременный вдох. Посмотри у меня, мурашки какие! Сделают одновременно вдох, и на выдохе мы почувствуем, как дышит планета Земля через это место. Так, ну что, мы сейчас быстренько позавтракаем, и дальше что, я не знаю, но что-нибудь придумаем, разберемся прямо по пути. Мы сидим все троем почему-то спиной, когда вы что-то там делали, пели. И как будто еще, вот то, что вы получаете, еще мощнее энергии. Я просто вот это видела, мне было странно, почему я это вижу. Как бы. Понимаешь, как? Это не случайно. Ты что думаешь, это случайно? Потому ты и здесь. Потому ты и здесь. Это и есть причина, почему ты здесь. Как все успеваешь? Я? С чего ты взял, что я все успеваю? Я просто наслаждаюсь. Как тут можно все успеть? Не надо ничего планировать, тогда не нужно будет ничего успевать. Просто нужно быть в потоке, наслаждаться процессом, и тогда оно сложится больше, чем ты можешь себе представить. И только так. Значит, то, что у нас сегодня с вами здесь происходит, это не случайно и неспроста. Сегодня идет очень масштабная и очень значимая пуджа. Такая пуджа проводится редко. Это не та пуджа, которая даже наша или которую вы где-то там встречаете. Потому что это значимое событие, это запуск этого места. И сегодня мы целый день наслаждаемся этой пуджей. Пока вот сейчас были барабаны, кто-то танцевал, кто-то слушал, кто-то наслаждался. Каждого из нас прям звоночком, прям, знаете, таким молоточком в параллельных воплощениях позвали. Мы с вами это лишь мы думаем, что мы вот это вот. На самом деле мы больше, сильнее, значимее, есть много где присутствуем в параллелях, в других телах, в том числе, в других мерностях, в других пространствах, в бестелесном в своем проявлении. И вот каждого вот этим молоточком позвали
назвали, пока сейчас была вот эта музыка. Это не просто музыка, это не просто концерт. Если вы подумали, что мы вас таки на концерт пригласили в Индию, то нет. Эти звуки, они прям пробуждают наши те частицы, которые необходимо было пробудить. И вот сейчас, пока идет эта пуджа, все эти частицы прям встают в нашем поле. Мне до этого показывали, что перенос лингама, он даст возврат своего потенциала. То есть это прям распаковка будет потенциала. Но я не знала, как это все произойдет. А вот когда сейчас происходит, я понимаю, что эта пуджа, она дает именно вот эти энергии, которые прям наши собственные энергии, но они еще не принадлежат нам. Мы еще не можем их почувствовать, мы еще не можем пока с ними соединиться, но они уже здесь. То есть они уже приходят. Я понятия не имею, к чему это приведет, но уже очень интересно происходит. Сегодня мы наслаждаемся целый день пуджей, мы сегодня целый день здесь. Я к Виноду подошла, говорю: Винод, может быть, на сегодня как-то сатсанг запланировать? Он говорит: Юля, ты что? Сейчас то, что здесь происходит, это пуджа, это самое важное, что необходимо пройти каждому. Потому что она хоть и для лингама, но это отдельно для каждого из нас. И присоединиться к этому процессу. Но мы все знаем, как работает наша пуджа, как работает личная пуджа, когда вы здесь находитесь. Вы еще не знаете, но я вам много раз рассказывала, как это сработало у меня. А такой пуджи у меня, например, еще не было. И я хочу. Да, жарко, да, может быть, как-то непонятно, почему, для чего. Просто доверяйте пространству. Вы уже здесь, вы не случайно здесь. Так что присоединяемся и наслаждаемся. А к чему это приведет, узнаем позже. Уже здесь все остается делать. Больше никого не приедет. Это же для тебя все. Тебя сюда привели для чего? Для того, чтобы вот так тебя пересобрать по частицам, вычистить все, что нужно вычистить, и пересобрать. Да. Ты понимаешь? Понимаю. Это все про тебя и для тебя. Ты пока еще не осознаешь до конца. Нет, пока еще не осознаю. Снимает. Конечно, снимают. Все потом все на Ютубе будет, да, ты как хотела? Да. Итак, мы планируем установить статую, которая сейчас снаружи, внутри этого места. Здесь проходит фестиваль, и статуя называется Дурга Ванишвара. Сначала мы молимся Ганеше, просим ее благословения и читаем молитву. Затем молимся Лакшми. Лакшми — это супруга Вишну. Она олицетворяет силу, здоровье, деньги, финансы, смелость и мужество. Мы это чтим и проводим для этого пуджу. We launched this and there is a copper plate which is there. They prepared this copper plate
which is there. It's related to Shiva. And Эта статуя очень тяжелая. Она весит 4,5 тонны. Было непросто ее доставить сюда. Поэтому сейчас проводится пуджа, для того, чтобы подготовить весь этот процесс. А потом мы начнем ее переносить. И вот с самого утра они начали проводить церемонию с фруктами. Потом появился огонь, чтобы очистить энергии и осветить место для его возвращения. Это место было очищено. Например, когда вы видите грязный стул, вы просите тряпку и говорите «дай я протру его» перед тем, как на него сесть. Точно так же была произведена целая церемония по очищению внутреннего пространства лингама, для того, чтобы перенести туда статую. После того, как мы вернемся из лингама, мы здесь проведем церемонию для Ганеши в облике слона. А потом будем наливать масло нима и материал для огня, который усиливает энергию статуи и который будет также очищать пространство. Shiva Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. И вот мы приехали сюда год назад, и начало складываться абсолютно все для того, чтобы случился сегодняшний день, когда этот лингам переместится в храм, туда, куда он и должен был переместиться. Ну, спустя время. Великий процесс прямо сейчас идет, который начат много лет назад. И сегодня есть его продолжение и очень скоро завершение. Ом Намах Шивая. 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 Шива Шива Шамбо. Шива 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 Шамбо. Махадева Шамбо. Снимаешь, ладно? Я могу очень, какая разница, да? Махадева Шамбо. Друзья мои, прямо сейчас вот этот лингам переносится внутрь, он поставится на место. И в тот момент, когда он будет ставиться на место, это место, этот портал начнет дышать. И это не просто портал, это
про наш с вами потенциал, про потенциал каждого. И каждый, кто когда-либо здесь окажется, он дотронется до своего собственного потенциала. И этот потенциал от его собственного касания начнет подниматься и распаковываться внутри каждого человека. Сейчас это очень волнительный момент, потому что представьте, 4000 тонн. То, ради чего все это прямо сейчас. Вот эта машина передвигает внутрь на свое место. И это, знаете, как когда хирург делает операцию, он очень сосредоточен, потому что любое неверное действие и совсем другой результат. И вот точно так же здесь. И сейчас этот весь процесс, это точно такой же хирург, потому что будет ли дальше дышать пациент, зависит именно от этого процесса. И этот пациент – это не кто-то, это наша с вами планета Земля. Только представьте, что здесь сейчас происходит. My 10 years of brand and it works now. 10 And, лет планирования, и наконец-то это And осуществилось. I feel like born again with this Я statue. чувствую себя, как будто я заново родился. I don't want to cry. Я не хочу плакать. I don't want to be cry because I'm speechless because this given all emotional pains in my life, I lost. I shouted my wife like a devil several times because I have a guilty feeling more related to the relationship, which I said for you. But some sacrifice makes the perfect work, so I want to sacrifice that everything. And I'm not a good father for my child. Because И это так. Он часто говорит о том, что я не очень хороший отец для своего ребенка, я не очень хороший муж для своей жены. Но я знаю, she что want to это take me необходимо weekend миру. outside, I will not take her. Because 1 week if I take her, next week she will expect that. Потому что это необходимо человечеству, потому что это место не про него, не про меня, как я вам часто говорю. Это место про все человечество. Иногда нам приходится чем-то жертвовать для того, чтобы сделать то, для чего мы пришли. Thank you so much, Vinod. Yeah. Вот, we love Thank you. you from... We love thank you Thank for you. love. Thank you. Thank you very Yes, much. thank you. Thank you, Vinod. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, because it's for everybody. Как будто я шла этот путь весь с Винодом всегда. Я всего год здесь, но для меня это очень трогательно, потому что я знаю, что это. Я знаю, что за этим стоит, я знаю, что дальше будет, я знаю, для чего это все. Я просто знаю, для чего мы это все делаем. Вот так рьяно, вот так самоотверженно. Мы живем этим процессом, каждый. Винод живет этим процессом. Мы с Ильей, с Полиной, с Тэш, да со всеми вместе тут живем этим процессом. Потому что я знаю, что будет после. Скоро об этом узнают все.
приехали на ретрит, а попали в целый процесс, попали в целое глубокое действо, перенос статуи Лингама в храм. Мы его достроили, мы абсолютно все сделали, мы перенесли его туда, внутрь, поставили, все, что необходимо, сделали, каждый в этом принимал участие. Сегодня мы были на Великой Пуджи, распаковке собственного потенциала. Я повидала в жизни так много пудж, но такой, какая была сегодня, я еще не видела никогда. И я знаю, какая это мощь. Я точно знаю, что жизнь этих людей никогда больше не будет прежней. Мы плакали, мы разговаривали, люди задавали вопросы Виноду, Винод открывал дверь в их собственное внутреннее пространство, куда я их проведу в буквально следующие дни. Мы танцевали как последний раз. Мы все потели, потому что невероятная жара. Мы кричали «Ом Намах Шивая», мы жили, мы по-настоящему наслаждались каждым мгновением этого дня. Это было так по-настоящему, это было так глубоко. Те, кто никогда не танцевали, вдруг танцевали. Да так, что искры разлетались вокруг от них. Это было так зажигательно, это было так глубоко. Кто-то играл, кто-то стучал в барабаны, кто-то просто прыгал, кто-то просто наблюдал. Но никто больше не будет прежним. Лингам обрел свое место в храме, и теперь его энергия наполняет это священное пространство. Сегодня местные жители и гости ашрама собрались на особую церемонию – благодарность за свершившееся чудо. Подношение молока, воды и меда – не просто ритуал, а продолжение древнего диалога между человеком и божественным. Для одних это традиция, для других – глубокое переживание единства с Шивой, источником всего сущего. В этом и есть суть ретрита – не просто наблюдать, а стать частью вечного потока. असतो मा सद्गमय तमसो. Брахманы – хранители древних ритуалов, связующие звено между миром людей и божественным. Их руки, совершающие пуджу, движутся в ритме веков, так же, как и тысячи лет назад. Каждое подношение огню, каждый жест, каждая мантра – не просто обряд, а живая нить, соединяющая землю и небо. И вот эти брамины, которые сейчас проводили пуджу, это хранители древнейших знаний. Брамины, они не распространяют свою информацию, которую они умеют, знают. Они ее передают от брамина к брамину. То есть ты можешь знать, как проводить эту пуджу, только если ты брамин. Они возносят дары, цветы, фрукты, священные гхи, но в этих дарах скрыто нечто большее. Это жертва без ожиданий, акт чистой преданности. Когда дым яги поднимается к небу, а звуки санскритских мантр растворяются в воздухе, время словно останавливается, и в этот момент становится ясно – пуджа – не просто церемония. Это разговор с вечностью.
древние знания ситхов. Это очень древняя история. А вообще считается, что она у них откуда? Из космоса пришедшая, они космическими, да, душами. Но они выглядят чуть-чуть, да? Такие мужчины, такие... Как они поют, вы слышали? Без устали, вчера до 10 вечера. Вы слышали это все? Поэтому нам с вами посчастливилось тут оказаться. Реально на очень мощной истории. А у тебя вообще день рождения сегодня. Вы представляете, как нехило мы празднуем его днюху, вам не кажется? Ну, ты понимаешь? Это мы все организовали для тебя, ты понял? Слоны, лингамы, вот это все, ты понял? Сегодня у нас не просто завтрак. Сегодня мы запустили наш лингам, наш храм. И это самый настоящий прасад. Прасад – это храмовая еда. Когда ты получил благословение от Шивы, ты потом можешь поесть еду, которую Шива тебе преподносит. И это не просто еда. Прасад, он выравнивает внутренние энергетические потоки человека. То есть ты пришел в храм, твое поле очистилось, твое поле энергии твои выровнялись. И ты потом съел прасад, выровняв свое внутреннее пространство, ты получил двойное благословение. Прасад – это всегда очень-очень вкусно. Прасад – не просто пища, а благословение, воплощенное во вкусе. То, что минуту назад было подношением божеству, теперь становится священным даром для всех собравшихся. Каждая крошка, каждый плод, пропитанный молитвой, теперь несет в себе частицу божественной милости. Для брахманов раздача прасада – завершение ритуала, круг, замкнувшийся между небом и землей. Для верующих вкушение самого духа пуджи – возможность прикоснуться к тому, что нельзя постичь умом. Здесь нет случайных ингредиентов, лишь чистое намерение, превращающее обычную еду в пищу богов. У каждого внутри живет как Бог, так и зло. Но мы привыкли показывать только Бога, только хорошее. Почему мы не проявляем миру свою темную, злую сторону? Потому что мы боимся осуждения со стороны. Мы боимся того, что люди будут злиться на нас. Вы должны позволять проявляться своей темной стороне, тем самым проживать свою карму. Если вы боитесь на 100% проявлять себя внешнему миру, значит, вы не уверены в себе внутри. Когда вы показываете все свои стороны, вы принимаете то, что люди могут осудить, не принять какую-то сторону в вас. Вы открываете и показываете всю свою книгу. Насколько вы готовы к тому, что при показе своей книги вы выдерживаете экзамен перед другими, и они вам поставят 8 баллов. Но только тогда вас оценят по-настоящему. Я сдаю экзамен каждый день своей жизни. В Индии говорят, если хочешь узнать человека, посмотри, какие вопросы он задает. Сатсанг – это пространство, где вопросы важнее ответов. Кто я? Что такое реальность? Как жить без страха? Кажется, эти поиски начались не сегодня и не закончатся завтра. Но в том-то и чудо, иногда достаточно одного слова, одного тихого понимания в глазах собеседника, чтобы Вселенная на мгновение приоткрыла свою тайну.
сегодня произошло просто невероятное событие. Потому что то, что мы вчера переносили Лингом, сегодня ему возвращали его силу, его потенциал. И это было про возврат потенциала каждого из нас, каждому из нас. Это было так масштабно, это было так грандиозно. Каждый подошел ко мне и сказал: боже, Юля, что здесь происходит? Это огромное количество музыкантов, это огромное количество певцов. Все танцуют, барабанят. Брамины. Вы знаете, кто эти брамины? Они приехали из очень сильных мест. Это совершенно уникальная история. Сегодня задышало само мироздание через вот это место. Вы представляете? Вы представляете? Гаруда. Вот вы же знаете эту историю, что Гаруда был подбитым крылом, ла-ла-ла. За ним тут ухаживали. Сначала Винод с его командой, потом я приехала, тоже его там по носику гладила, я вам все это показывала. Я с ним походила, каждый день все настраивалась. И в один день мы подходим с Винодом к клетке, а его нету. Он открыл клетку сам, когда почувствовал, что все достаточно. А там клетка для собак, там засов нормальный. Он ее открыл и улетел. Проходит пару дней, он опять с подбитым крылом. Но его уже не надо было в полях искать. Он пришел к Ашраму и сидит. У ворот, прикиньте. Он пришел и сидит. Типа, у меня тут опять кое-что случилось, ребят. Я говорю Виноду: а чё же? Он, говорю, клетку-то не открыл, зашел бы, вот он и я. Типа, по делам сходил. Вы представляете, насколько умная птица, что он почувствовал? Может, может, у него просто дела были, и он, знаете, сейчас я, говорит, отлучусь. Чё его тут кормят нормально, регулярно? С больничной койки. Да, просто сбежал, по делам сходил и пришел. Может быть, его, правда, нашли, пока он в клетку шел. Скорее всего, так было. Вы представляете? И вот он сейчас сидит еще. Если не ушел, конечно, опять. Гаруда – мифический царь птиц в индуистской и буддийской традиции. Получеловек и полуптица, царь птиц, исполин с золотыми крыльями, рожденный из яйца вселенской силы. Его крылья рассекают не просто воздух, они разрезают иллюзии, освобождая истину от оков. Но Гаруда – это еще история вечной борьбы. В буддизме он символ победы над змеями-нагами, олицетворяющими привязанности и страсти. Его образ напоминает, чтобы подняться к солнцу, нужно сначала расправить крылья и отпустить земное. И вот, когда священный образ Гаруды, этого крылатого посланника освобождения, еще витает в воздухе, участники ретрита начинают осознавать: каждый из них, подобно легендарной птице, тоже совершил свой полет. Через сомнение к ясности, через страх к доверию, через иллюзии ко встрече с самим собой. Я вам всем дарю то, что я могу подарить. Теплоту, это радость. счастье, любовь, это Вот тепло, когда она плачет, это добро. вот когда ты... А я восхищаюсь вообще всеми вами, ребята, что вы здесь, что вы это смотрите, слушаете, да, что вам это откликается. После 2 суток, да, все были аут. Но здесь какая-то энергия другая. Сам факт вот этого соединения, что-то там произошло. Я в кругу таких же, как я. А я восхищаюсь Юлией Винодом. Это невероятная сила и невероятная самодисциплина. Это то, чего я желаю всем нам. Не знаю, вчерашний день, он просто, я такой в конце, просто как будто какая-то маленькая жизнь прожилась. Наслаждение от того, что ты понимаешь, что все это ты. Я очень благодарна безумно всеми тебе, что ты мне открыла глаза, ты мне открыла душу, сердце. Сейчас я уже полностью, я уверена, что мы действительно такие важные, что мы попали именно в эти дни. И вот нас всех собрало, значит, вот какую-то цепь мы с вами собрали. Я просто услышала свой внутренний голос, что нужно быть просто здесь. Наслаждаюсь моментом. То есть я хочу спать, я ложусь спать. Я хочу поехать покататься на машине, поорать по машине. Я это делаю. Наши предки, они здесь. И вот какое-то этого соединение, оно сейчас происходит. Heart is very emotional, right? Если ты сбалансируешь свой разум, который очень умный, и сердце, которое эмоциональное, то это принесет баланс, но это не так просто сделать. Только когда вы искренне говорите своему гуру, что вы чувствуете, только тогда он может вам помочь.
Если вы говорите, что я просто хочу мороженое, но не уточняете какое, манго, виноград, как тогда гуру сможет вам помочь? Для меня Юлия совершенна, и у меня нет никаких сомнений. Если Юля меня завтра попросит раздеться и голым пройтись по улице, я сделаю это, не сомневаясь, потому что я знаю, что Юля попросит это только из лучших побуждений. Наш выпуск подходит к концу, но главное только начинается. Каждый увозит с собой не просто воспоминания, а искру, которая теперь будет гореть в повседневной жизни. Кто-то нашел ответы, кто-то новые вопросы, кто-то ощутил единство, кто-то вкус тишины. Индия не меняет людей, она лишь напоминает им, что перемены всегда были возможны, что божественно не в далеких храмах, а в этом мгновении. В звуке колокольчика, в отблеске огня, в улыбке незнакомца, ставшего за эти дни родным. Путь продолжается, и, как говорили мудрецы, ты не капля в океане, ты весь океан, заключенный в одной капле. Если ты работаешь 3 дня и на 4-й день не видишь результата, не прекращай. Иначе как ты увидишь его на 5-й день? Я занимаюсь своим делом уже 10 лет. Если бы я бросил все через 1 год, получилось бы, что я 365 дней выкинул, ничего не достигнув. Зато сейчас мы сидим вместе, я встретил вас. Друзья, наш первый выпуск завершается. Но, как говорит Винод, начатый путь нужно пройти до конца. Иначе как услышать зов истины? Это лишь первая глава. Впереди 2 новых путешествия вглубь традиций. В следующем выпуске огненная пуджа – древний ритуал, где пламя становится молитвой, а в глазах людей отражается то, что не передать словами. Мы продолжим, потому что настоящий поиск как восход. Его нельзя удержать, но можно снова и снова устремляться к свету. До новых встреч на этом пути.